Здравствуйте! Как бы мы ни упирались, все происходящее в окружающем мире нас касается. Косвенно или непосредственно, прямо или криво, но никуда мы не денемся от того, что происходит в мире, так называемых глобальных процессов. Но помимо глобальных существуют и внутренние мелкие процессы, начиная на уровне семьи, учреждения, где мы работаем, страны и т.д. и т.п. Это время породило массу удивительнейших вещей. Например, все люди, которые склонны к творчеству, занимаются производством какого-либо художественного продукта, поменяли образ жизни за счет того, что прекратилась та же выставочная или концертная деятельность, меньше стало передвижений, многие засели на местах, что называется, залегли на лёжки. Вот и музыканты, чтобы не терять зря время, сосредоточились на студийной работе. Как выход этой студийной работы, масса альбомов классных и хороших, которые выходят в этом году. Сегодняшний ролик побудил сделать выход альбома выдающегося вокалиста, одного из лучших вокалистов в сегодняшней рок-сцене, Майлса Кеннеди. Вы знаете, его альбом, который вот вышел на днях, Ides of March, или по-русски «Мартовские иды», просто, что называется, возбудил по-хорошему. Потому что человек продемонстрировал, помимо своих вокальных данных, еще хороший композиторский дар. И от вольного поиграл на гитаре, потому что гитарист он очень и очень неплохой. Это мягко говоря. Почему раньше не давали, сейчас об этом и пойдет речь. Но немножко об альбоме последнем. «Мартовские иды» – это словосочетание к нам зашло еще из Древнего Рима. Под идами подразумевается середина месяца, а именно 15 марта, если верить римским историкам, была смерть Гая Юлия Цезаря. Поэтому многие середину марта воспринимают как дни тяжелые для жизни, связанные с какими-то плохими текущими обстоятельствами и действиями. И поэтому Майлз Кеннеди подвязал это свое название альбома под эти события, которые нас окружают. В альбоме в этом поется обо всем, что происходит в обществе, в основном американском, о коронавирусе, о политических событиях, о том, что там происходит регулярно, вы видите, афроамериканские бунты разные. И вот я вам хочу сказать, что даже не понимая или понимая частично смысловую нагрузку песен, вы ощутите просто непередаваемый, например, композиторский дар. Очень оригинальная песня, вот сама «Ides of March», «Мартовские иды» на этом альбоме. Потом очень хороша закрывашка, последняя песня «Worried Mind» и баллада отличная «Love Rain Down». И вот вы знаете, это вот из тех альбомов, что надо обязательно послушать, чтобы хотя бы быть в курсе того, что происходит у действительно творческих рок-музыкантов. Хотя по большому счету ничего там военного нету, но рок высшей пробы. Там и моментами и кантри, и блюз, и хард-рок. Почему он так и слушается вкусно? Потому что вот такая солянка, то, что мы любим больше всего, там все это присутствует. Так вот, перейду непосредственно к личности Майлза Кеннеди. Он родился 27 ноября 1969 года в городе Бостон, Соединенные Штаты, штат Массачусетс. Но потом родители переехали в город Спокан, это штат Вашингтон, это совершенно другое побережье. И там он жил и воспитывался. Рожден он был под фамилией Басс
Но отец умер в 4 года, мать повторно вышла замуж, и поэтому появилась у него фамилия Кеннеди. Потому он взял фамилию своего отчима. Майлз Кеннеди. С детства проявлял страсть к музыке, но она у него выражалась в том, что он слушал пластинки, до сих пор любимая группа Led Zeppelin, и играл в школьном оркестре на трубе. Вот такой вот моментик интересный. Скажу я вам, что труба для многих вокалистов являлась основополагающим инструментом. Почему? Потому что посредством игры на трубе, вы даже вот если не сталкивались, попробуйте дунуть в трубу. Если нет никакой практики, ничего у вас не получится. Труба, она именно хорошо разрабатывает легкие, все вот эти вещи, которые сопровождают горловые моменты. Поэтому вот, например, великий Ронни Джеймс Дио, у нас был о нем ролик, там где про эльфа мы рассказывали. Так вот, он тоже играл на трубе и тоже говорил о явном плюсе этой техники для дальнейшего вокального исполнения. Поэтому Кеннеди классический самоучка. После школы он пытался подвязаться в местных коллективах, особо без успеха, ну и играл в группе, которая играла джаз. Там же уже начинал немножко и петь. Но все это было в определенной степени баловство. Потому что речь о каком-то профессиональном еще подходе не шла. Но тем не менее, в 90-м году он со своей джазовым коллективом Cosmic Dust выпускает первую пластинку. Уже где-то засветился. Потом еще попел в различных локальных группах, которые, в общем-то, люди слышали, но не имели особого коммерческого успеха и не особо нуждаются в комментариях. Но его знали. Почему знали? Потому что, например, выдающийся гитарист современности Slash, который играл в Guns N' Roses, и сейчас они восстановились в классическом составе, продолжают играть, он создавал команду в начале 2000-х Velvet Revolver. Так вот, в эту команду нужен был вокалист. И они отправляли запрос и кое-какой материал именно еще и Майлзу Кеннеди. Но Кеннеди тогда был в глубочайшем депрессняке. Он как-то прокомментировал, что в 2002 году он вообще хотел бросить музыкальную деятельность, потому что ощущал некий тупик. Развития никакого. Все говорят, что ты хороший вокалист, но это хороший вокалист не кормит. И каким-то образом у человека, действительно это в любой профессии, происходит кризис. Этот кризис был очень ярким, он даже не обратил на эти музыкальные материалы внимания, хотя имена-то были какие, ого-го. И Velvet Revolver взяли другого вокалиста Скотта Вейланда. И вы знаете эту историю, вышел класснючий альбом «Контрабанд». У Velvet Revolver группа набирала страшные обороты, в общем, хорошее у них было начало, очень хорошее. Так что я считаю, говоря на сленге, Майлз Кеннеди стратил немножко. Но вы знаете, после Мэтью МакКонахи его книги «Зеленый свет» уже остается такой вот хороший осадок, что все-таки если цель хорошая, стрела найдет. Рано или поздно. Так вот, тут цель была очень и очень хорошая. Потому что у Майлза Кеннеди, у него от природы классный вокал. Очень своеобразный тенор с таким песочком, знаете. И очень он здорово берет и верхние, и нижние. Фактически универсал такой. То есть шанс всегда есть. И у него хватило таки терпения. В 2003 году, в конце года, ему позвонил Марк Тремонти. Это гитарист группы Creed. А Creed в начале 90-х годах, я вам скажу, гремели мультимиллионные продажи альбомов. Группа была на слуху, но там были проблемы с вокалистом. Вокалист классный, Скотт Степп, но он немножко был подвержен действиям разных внешних веществ, как мы это называем. Но если уж сказать прямо, просто алкоголизм был страшнейший. Скотт Степп из группы был отстранен, и вместо него зашел в группу
Майлз Кеннеди. Но группа уже не имела юридических оснований называться Крид, да и желания большого не было. Это стала группа называться Alter Bridge. Очень хорошая группа, послушайте ее, у нее много классных клипов, видеоматериалов. Она славится своими концертными выступлениями. Особенно хорош альбом Alter Bridge 3, римская цифра 3. Простое название. Они и сейчас на ходу. В 2019 году вышел у них последний альбом, как раз перед коронавирусом. Но помимо Alter Bridge, вы помните, Slash тоже помнила Майлза Кеннеди. И когда Velvet Revolver распалась после второго альбома, он начал, Slash, заниматься сольной карьерой. Он и не прекращал заниматься, но он привлек вокалиста Майлза Кеннеди. И очень классный альбом от Слэша, где поет Кеннеди. Послушайте их обязательно. Это и 2010 года альбом, и 2014 года альбом. То есть и вот сейчас пишется новый альбом. Слэш говорил в недавнем интервью, где будет тоже задействован Майлз Кеннеди. Майлз Кеннеди вообще интересная личность. Он не светился в особых скандалах. Когда-то женился на медицинской сестре. Живет с ней вроде как дружно. Он знатный книгачей, много своих моментов для творчества черпает из книг. Вообще очень наблюдательный человек. Вот в своем последнем альбоме «Мартовские иды» он написал, например, чуть ли не целую оду туалетной бумаги. Его поразил, помните, в Америке тоже был этот кризис туалетной бумаги, когда начали дружно покупать воду и туалетную бумагу. Он там сравнил в своей песне туалетную бумагу с нефтью, что она когда-то тоже кончится как нефть, и что тогда будут люди делать. Интересный такой, знаете, подход. С небольшим стёбом. Поэтому, в общем-то, обратите на него внимание. Это вот тот человек, что хотя бы несколько песен вас обязательно зацепит. И вы поймете, что время потрачено не зря. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго.